Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, что происходит, куда дует рыночный ветер, какие события произошли и, соответственно, какие движения ожидать сегодня на вечерней сессии. Так, друзья, давайте перейдем к календарику, посмотрим, что тут у нас происходит. По Германии вышла статистика несколько противоречивая, но в целом она достаточно позитивна. Несмотря на то, что розничные продажи растут месяц к месяцу не так, как предполагалось, динамика позитивная все равно имеет место быть по сравнению с предыдущим значением, когда было снижение. Кроме того, вышли достаточно позитивные данные по деловой активности в промсекторе Германии, 65,1%. Ну, здесь небольшой рост по сравнению с прогнозом, но по сравнению с предыдущим уже более 0,5% прирост. Германия – сердце Европы, европейской экономики, и поэтому для еврозоны это в целом очень позитивная новость. Также индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны тоже вышел лучше, чем ожидания, и лучше предыдущего значения. Это тоже подтверждает тот факт, что экономика Европы, она постепенно от ковидного сна начинает раскручиваться, но она это делает медленнее, чем американская экономика. И в этом и есть текущий диссонанс. Так, друзья, то, что касается сегодняшнего заседания ОПЕК и дальнейшего сокращений, несокращений добычи нефти, мы с вами видим, это вот часовой график Brent, что текущая ситуация, спрос на нефть будет преобладать над предложением в обозримом будущем. По крайней мере, я думаю, эта тенденция, она продлится до середины августа, возможно, до конца лета. И здесь ключевой момент, то, что не могут, или не хотят открывать нефтяной кран в полном объеме для того, чтобы компенсировать возросший спрос на нефть. Таким образом, здесь у нас текущая ситуация сохраняется, и весьма вероятно, что движение по нефти наверх, оно продлится. Есть волшебный уровень, это $72 за баррель Brent, который, если будет пробит, то это приведет к массовым распродажам и снижению цен на нефть. Но такой сценарий мне видится сейчас маловероятен. И вот эти все колебания, которые происходят, они отбиваются даже не от 72, а от $74 за баррель. И, соответственно, нефть продолжает свой рост. Да, сегодня в результате переговоров и обсуждений, снижать или нет сокращение добычи, мы наблюдали небольшой коррекционный откат. Но пока этот коррекционный откат, он вообще ни о чем. Сейчас на текущий момент, с моей точки зрения, если мы сегодня не пробиваем 75, то тенденция на рост, она сохранится, и, соответственно, завтра вполне возможно мы перепишем 76,7, вот этот новый максимум, который был, и будет движение, цель которого закрепится на 77,5, полномерное движение на 94. Если сейчас все-таки вот этот диапазончик мы пробьем, то неделя закроется в консолидации в диапазоне 74-76,2, где-то вот так вот. Да, сохраняется риск того, что будет движение вниз и пробой 72, но я думаю, такой сценарий сейчас наименее вероятен. Так, друзья, вот еще у нас парадокс такой, что вроде бы стата-то по Германии вышла по производству хорошая, и тем не менее все равно индекс доллара растет. Но смотрите, здесь с моей точки зрения ключик вот в чем заключается, в том, что число первичных заявок на получение пособий по безработице опять начало снижаться. То есть предыдущие значения, которые давали сбой и заставляли нервничать даже директоров ФРС, они, судя по всему, ослабли. И если вот эта тенденция на снижение первичных заявок на получение пособий по безработице, она сохранится, то весьма вероятно, пока не будут достигнуты докризисные уровни, то есть там сколько, 200-250 тысяч в неделю, я думаю, никаких особо резких движений со стороны ФРС не будет.
Ну, опять же, если инфляция совершенно не выйдет из-под контроля. Вот. Но опять же, текущая позиция ФРС заключается в том, что пока нету абсолютного восстановления рынка труда, они навряд ли будут что-либо менять и как-либо перекрывать кран монетарных стимулов. Поэтому вот эти данные, я думаю, они во многом волнение в связи с тем, что ФРС начнет жестить, они отодвигают. И, соответственно, на ближайшей перспективе американская экономика будет продолжать восстанавливаться, и для этого будет делаться все, что только возможно. Ну и здесь, опять же, получается такой, ну, небольшой как бы парадокс, что если экономика Соединенных Штатов восстанавливается более уверенно, чем европейская, то это на данном этапе придает силы доллару. Так, ну вот еще такой момент. Минэкономики дало прогноз по инфляции ВВП России, то есть они думают, что инфляция будет снижаться, будет, ну, как только начнется сезон сбора урожая, она начнет падать, сначала стабилизироваться, потом снижаться. Но я думаю, это не совсем так, потому что Россия часть глобального мира, если где-то засуха, то даже при условии того, что в России будет хороший урожай, все равно это приведет к росту цен на продовольствие. Так, ну вот еще Минэкономразвития дал прогноз роста ВВП 2,9% по РФ. Ну, хотел обратить внимание, ранее я на этот счет делал специальный выпуск, что развивающиеся страны, то есть страны с низкой базой, они для того, чтобы их экономика успешно функционировала, у них должен быть рост более 3,5% ВВП в год. Здесь речь идет о росте, который по факту восстановительный рост, и поэтому здесь он должен измеряться для того, чтобы все было хорошо, совсем другими цифрами. Вот этот рост для того, чтобы шло устойчивое экономическое развитие, ну, с моей субъективной точки зрения, он не соответствует. Так, ну вот еще по поводу ОПЕК. Идет заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Ну, я думаю, здесь тенденция на рост нефтяных цен, скорее всего, она сохранится в ближайшее время. Так, ну вот еще такой очень интересный момент. Достигнута глобальная договоренность о введении минимального корпоративного налога транснациональным корпорациям. Ну, в частности, Google, Amazon и так далее. То есть это не даст им возможность уходить от налогов, используя различные юрисдикции и ведя деятельность в относительно небольших странах, создающих преференции. И, соответственно, это в ближайшее время будет выравнивать результаты деятельности так называемых глобальных корпораций. Ну и в среднесрочной перспективе такое решение может привести либо к тому, что будет консолидация по акциям этих компаний, либо они начнут откатываться и корректироваться. Так, друзья, ну далее индекс доллара. В удивительное время мы живем, индекс доллара растет, при этом растет нефть, но и золото как бы не падает. Здесь что-то явно не так, либо индекс доллара, но он должен начать корректироваться, либо. Но здесь как бы по нефти в ближайшее время откат не просматривается, поэтому, ну не знаю, либо это какая-то полнейшая раскорреляция, и на фоне роста доллара будет продолжаться рост и нефти и, возможно, золота, либо что-то в ближайшее время откатится. Пока до конца не ясно, но темные силы здесь какие-то что-то творят. Так, друзья, далее золото, часовой таймфрейм ставлю. Смотрите, здесь ситуация, она просто парадоксальная. При таком движении в индексе доллара золото держится очень хорошо. И на текущий момент сейчас здесь весьма вероятно произошел разворот. Уровень 1761-1764 удержался. И, соответственно, на текущий момент здесь, я полагаю, сейчас пойдет движение, цель его закрыть день в районе 1779. Это движение не получит сейчас развития, если будет откат и тестирование и пробой 1768-1767. Пока как бы есть все основания для того, чтобы закрыться по золоту где-то вот здесь, вот в этом районе. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD, Tomorrow, дневной таймфрейм. Вылетели мы все-таки из этой зоны, и идет
сейчас закрепление на 73,3. Соответственно, перспектива движения 73,6. Но здесь ситуация очень простая. Растет индекс доллара и все, хоть тресни. Рубль не может, несмотря на движение в нефти, расти против других валют. Когда другие валюты доллара ослабляются, ну, неустойчивое равновесие было бы, если рубль укреплялся, даже несмотря на текущую ситуацию в нефти. Так, друзья, далее рубль-доллар. Перехожу на 15-минутку. Она сейчас более показательна с моей точки зрения. На текущий момент здесь, скорее всего, будет движение с целью потестить 73,54. Вот это значение. И в случае пробоя мы уходим на 73,65. Сейчас, с моей точки зрения, больше предпосылок для такого движения. Вот, но этот сценарий не реализуется, если в результате отката будет пробитие уровня 73.35, 73.3 вот этого диапазона. Если такой пробой сейчас произойдет, то мы сегодня закрываемся в районе 73.15. Но такой сценарий, с моей точки зрения, менее вероятен. Скорее всего, либо движение к вот этому хаю, его тестирование, либо закрытие в диапазоне 73.33, 73.45. Друзья, все, основные инструменты, новости. Спасибо за внимание, успешных торгов и хорошего вечера.